Очень даже здравствуйте. Насколько я знаю, компьютерные гики сидят за мониторами и мечтают о том, чтобы был быстрый интернет, о видеоиграх, о том, чтобы побыстрее закончилась школа. Но был один небольшой период в конце 20 века, когда они мечтали совсем о другом. Они мечтали о том, чтобы государство перестало существовать. И не как в каком-нибудь анархическом романе, а реально в коде, в математике, в криптографии. С вами Омбудсмен ТВ и вторая серия, которую я назвал «Шифропанки. Люди, которые реально хотели исчезновения государства». Начнем с самого начала. 1988 год. Санта-Барбара, конференция криптографов. На сцену выходит один из героев данной истории. Его зовут Тимоти Мей. Я говорю вам вот как есть. Он выглядит как герой, который живет совсем в другой реальности. Потому что технически он действительно оттуда. Тимоти Мей это был такой физик. Он работал в Интеле. На тот момент ему было 34 года. И он сам для себя решил, ну вот зачем мне вот вся эта карьера, вот эти должности, и ушел в свободное плавание. Это было в 1926 году. Интернета как такового не было, но было уже понятно, что он будет рано или поздно. И вот этот наш товарищ берет свои сбережения, потому что он неплохо заработал в Интеле и переезжает жить в пригород Санта-Круза, в маленький домик, и там целыми днями гулял по пляжу. Он читал научную фантастику, читал книги по философии и жил с котом по имени Ницше. И вот однажды он читает статью Дэвида Чаума про DigiCash, о которой я рассказывал в первой серии. И что-то у него там внутри щелкает. Потому что для меня это не просто текст про деньги, это про то, что технология может убить государство. Мей был либертарианцем, и в данном случае это не значит, что он считал, что налоги слишком высокие, например. Для него это значило, что он был против самой идеи государства. Для него государство это был главным врагом человечества, главным инструментом подавления, угнетения. И главный способ, которым государство управляет людьми, это, с его точки зрения, это налоги. И если ты не платишь государству налоги, то государство, естественно, теряет деньги. Если государство теряет деньги, то оно теряет власть. Если государство теряет власть, люди становятся свободнее. Вот такая вот логика. И вот всю эту логику Мей разглядел в DigiCash. Но у Чаума была другая цель. Чаум просто хотел приватности, в то время как Мей хотел революции. И вот что он делает. Он пишет манифест. Призрак бродит по современному миру. Это призрак криптоанархии. Вот так начинается документ, который написал Мей в конце 1988 года. И слушайте внимательно, потому что каждое предложение звучит как предупреждение из будущего. Вот то, что было написано в манифесте. Два человека могут обмениваться сообщениями, вести деловые переговоры и заключать электронные контракты, даже не зная настоящих имен друг друга. Взаимодействие будет невозможно отследить. Это было написано в 1988 году. Это не про WhatsApp, не про Telegram, не про биткоин, не про Tor-сеть. Это про все вот вышеперечисленное сразу. Еще цитата из манифеста. Эти разработки полностью изменят характер государственного регулирования и способность облагать налогом экономические взаимодействия. То есть товарищ Мей прямо говорит, я пишу это, чтобы сломать налоговую систему. И дальше идет суперчестное признание. Опять цитата. Государство попытается остановить это, ссылаясь на национальную безопасность и наркотики. Но оно не сможет остановить распространение технологии, потому что технологии сильнее политики. Я повторю, потому что это важно. Вышесказанной цитате Мей признает, да, в мире, который я создаю, в смысле он создает, да, будут продаваться наркотики, будут продавать государственные секреты, будут продавать краденое, и это будет плохо, но
Но главное, это не сможет остановить распространение технологии, потому что распределенный код невозможно остановить, остановив одного человека. Вот теперь представьте момент, конференция криптографов, респектабельное достаточно мероприятие. Мей раздает там ксерокопии своего манифеста. Это то, с чего я начал свое видео, 1988 год. Ну и какая была реакция? Ну, на самом деле тишина, недоумение, никто не воспринимает это серьезно. Ну, это же не научная статья, это даже не инженерный отчет, это просто философская истерика человека, который живет с котом и читает панк-литературу. Но 4 года спустя, в 1992 году, в Окленде, Калифорния, в доме математика Эрика Хьюза проводится встреча. На этой встрече собралось примерно 30 человек. Так, плотно сбились в одной комнате, сидели на полу, мебели там не было, и Тимоти Мей читает свой манифест вслух. И что-то происходит. Люди на полу не просто слушают манифест, они приходят в состояние, когда становится понятно, что это уже не просто философия, это самая настоящая архитектура. Архитектура будущего, в котором каждый может быть анонимен. Каждый может торговать, каждый может жить, и как он посчитает себе удобным. И государство ничего об этом не узнает. Люди понимают, что им нужно делать, а нужно было всего лишь написать код. И вот одна из участниц встречи, журналистка по имени Джуд Милхан, предлагает переименование, потому что криптоанархисты звучит пугающе, звучит близко созвучно со словом террористы. И она предлагает, давайте назовемся шифропанками. Как киберпанки, но с кодом. Шифр – это шифр, и панк – это бунтарь. И вот в этот момент, вот в этой самой комнате рождается культура шифропанка. Несколько месяцев спустя Эрик Хьюз пишет манифест шифропанка, то есть в том же самом 1992 году. И если манифест Мея был философским, то манифест Хьюза был профессиональным. Цитата. «Конфиденциальность требует анонимных систем транзакций. Наличные были основой такой системы на протяжении всей истории человечества. Теперь в век цифры мы занимаемся созданием новых систем». Следующая цитата. «Мы защищаем приватность криптографией, цифровыми подписями, электронными деньгами». И главное предложение. «Шифропанки пишут код. Наш код свободен для всех. Нам все равно, одобряете ли вы его или нет. Мы знаем, что его нельзя уничтожить». Видите, да, разницу в подаче? Мей писал как революционер, а Хьюз пишет как инженер. А дальше самое важное, опять цитирую, «широко рассредоточенная система не может быть закрыта». То есть если система распределенная, если каждый если каждый может запустить копию, если государство может закрыть, допустим, одного человека, 2, 5, даже 100, но оно никогда не сможет закрыть всю систему. Это не угроза, это было описание физики распределенных систем. И в этот момент компьютерщики в Окленде понимают, что Мей был прав. И не в том, что государство рухнет завтра, а в том, что технология сильнее политики. Теперь вернемся ненадолго в нашу первую серию. Помните, Чаум хотел сделать цифровые деньги. Microsoft давал ему миллионы, Citibank разрабатывал свою версию. ФРС тоже тестировала подобные технологии, и они все проиграли. И DigiCash тоже обанкротился. Эти проекты закрыли. Электронные деньги оказались решением в поисках проблемы. Так о них писал журнал The Economist. Но почему? Потому что корпорации хотели просто контролировать новые деньги. Они хотели красивой системы, которая будет удобна, которая будет безопасна, которую можно лицензировать, которую можно монетизировать. А радикалы хотели совсем другого. Им нужен был код, который невозможно было бы остановить. Информация, которую можно свободно распространять.
система, которую никто не контролирует. И вот парадокс. Радикалы работали бесплатно, по ночам, за спасибо, и они отдавали код всем подряд. Корпорации вкладывали деньги, время, инженеров, они закрывали их в корпоративные башни, ждали IPO, а выиграли те, кто отнюдь не ждал прибыли, потому что людям в Окленде, пишущим код по ночам, нужна была только одна вещь, чтобы это все сработало честно и сработало для всех. В то время как корпорациям была нужна вещь, которую невозможно одновременно сделать и красивой, и честной. Ну, то есть речь идет о контроле. Итак, что мы узнали о шифропанках? Это были не хакеры в черных масках, мечтающих хакнуть банк. Это были умные люди, иногда даже сверхумные, которые понимали, что если ты хочешь правильно изменить мир, ты должен дать людям соответствующий инструмент. Инструмент, который они не смогут сломать. Инструмент, который они не смогут контролировать. Инструмент, который будет работать по правилам, которые никто не может изменить. И эти люди решили этот инструмент, что этим инструментом будет криптография и цифровые деньги. Но была одна проблема. Они знали, что это должно работать, но они не знали, как это сделать, потому что нужно было решить задачу, которая казалась на тот момент невозможной. А именно, как создать деньги, которые не позволят вот одной монетке потратиться дважды. Как сделать это без центрального регистратора, как это сделать анонимно. И на эту задачу шифропанки потратили годы. Годы незаметной работы, годы экспериментов, годы писем друг другу в интернете, когда интернета еще почти не было. И вот 4 человека, которые никогда не встречались, они решали кусочки головоломки каждый. И пока в конце концов один человек собрал вот все эти кусочки вместе. Как? Вот об этом мы поговорим в 3-й серии. Всего вам доброго.